Привет, друзья! Тема сегодняшнего выпуска – топ отчаянных руферов и их вершин. Начнем с того, что мы не рекомендуем повторять увиденное в данном видео и предупреждаем, что это очень опасно. Но все-таки находятся экстремалы, которые бросают вызов судьбе. Познакомимся с ними поподробнее. Эти люди не боятся ни черта, ни бога, покоряя экстремальные вершины. Ведь с такой высоты сила ветра их может легко сбросить вниз. А в конце ролика вы узнаете о самом знаменитом руфере среди детей. Видеоблогер, альпинист, мастер паркура и просто бесстрашный экстремал и руфер Джеймс Кингстон. Он прославился тем, что первым в мире взобрался на вершину гигантской 130-метровой арки стадиона Уэмбли в Лондоне, правда с разрешения властей. Парень рассказывает, что начал заниматься паркуром и верхолазанием, чтобы избавиться от своей боязни высоты. На это у него ушло много терпения и тренировок. У него много видео, самое популярное из них – покорение строительного крана в Саутгемптоне. Про тот подъем он сказал, что всегда интересно исследовать старые места, где это возможно, и где многое произошло до того, как ты родился. Это почти как шаг назад во времени. Как-то приезжал он в гости к своему киевскому другу, Mustang Wanted, где с ним забрался на Московский мост в Киеве, в Украине. 119 метров высоты. Британский экстремал сделал на нем опасное обратное сальто без страховки. Ну, пусть его бережет ангел-хранитель руферов, чтобы он продолжал радовать нас новыми свершениями. Переходим к четвертой позиции. Об этом молодом человеке известно немного, но как минимум высоту он любит отчаянно. Павел Смирнов и его приятель ради острых ощущений и крутейших селфи забрались на мост Явуз Султан Селим в Стамбуле, который разделяет Босфор. Высота сооружения 350 метров. Фотки просто восхитительные. В погоне за экстримом ребята покорили интернет, засветившись на вершине одного из кранов, соединяющих знаменитый мост. Столь яркие эмоции и впечатления демонстрируют всегда истинно отважные люди, готовые рискнуть ради удачного кадра. На третьей позиции Иван Кузнецов. Один из самых известных руферов, который начал увлекаться этим опасным хобби после того, как увидел в сети фото одного из руферов. Потом вступил в группу ВКонтакте однодумцев экстремалов. И вот понеслась. В свое время установил рекорд по высоте среди своих единомышленников. Летом 2012 года он поднялся на кончик стрелы крана самого высокого здания в Европе – Меркурий Сити Тауэр. Также побывал верхом на 5 сталинских звездах. Забрался с другими руферами на один из самых высоких небоскребов Китая – башню Сюнхин в городе Жэньчжэнь. Высота небоскреба составляет 385 метров, и еще 50 метров занимает шпиль. При этом они не просто поднялись на крышу, но и забрались на вершину одного из шпилей здания. Сын музыканта Геннадия Ушевца, украинский руфер, чьи увлечения далеки от музыки. Мустанг известен тем, что выполняет на высоте экстремальные трюки на ловкость и равновесие. И делает он их на крышах зданий и весьма высоких сооружений. Парень объездил полбелого света и умудрился повисеть на многих узнаваемых местах. Также Мустанг знаменит своей акцией, которая получила сильный общественный резонанс. Утром 20 августа 2014 он раскрасил половину звезды, венчающей шпиль высотки на Котельнической набережной 1/15 в Москве, в голубой цвет. Да еще и умудрился повесить украинский флаг, который находился на шпиле около 3 часов. Ну а вершина его достижений пока что стал гигантский башенный кран в Дубае на высоте 452 метра. А первое место принадлежит членам команды On The Roofs. Тандем руферов, состоящий из Виталия Раскалова и Вадима Махорова, они совершают безумное восхождение. По понятным причинам имена вымышлены, так как они забираются на вершины запрещенных объектов, зачастую находящихся под охраной. Вычисляют маршрут охранников, проверяют камеры и, что немаловажно, пути отхода. Ребята настоящие профи. Покорили не одну вершину. И самое страшное, что они не признают страховок, где они только не бывали. То руферы забрались на 550-метровую башню в Сеуле, то вскарабкались на высоту 650 метров в Шанхае. А видео назвали о том, как залезть и не спалиться. По слухам, ребята хотят посетить здание высотой 880 метров в Чунцине, которое еще строится. Ну а самый знаменитый руфер, которого мы все помним и знаем, который любил пироги и варенье, но ненавидел преступность, и который утверждал, что он привидение с мотором, дикое, но очень симпатичное. Карлсон. Также он очень еще ценил дружбу. Ведь свершилось чудо, друг спас жизнь друга. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Оставляйте ваши комментарии и пожелания.